Сегодня мы с вами научимся вязать вот такую интересную шапочку. Научимся совмещать два узора. Это косые листики. Видите, полотно получается эластичное, объемное, очень красивое. Узнаем, как выполнить вот такую макушечку. И сразу хочу сказать, что носить можно как вот таким образом, так и вот таким образом. Макушечка будет смотреться совсем по-другому. Присоединяйтесь. Шапочка получается теплая, красивая, очень необычная. И наши волшебные узоры, листики и коса очень гармонично смотрятся в этой шапочке. Не забывайте ставить лайки, писать в комментариях, что у вас получилось. И может где-то вы использовали один или другой узор, или также их совместили в каком-то другом изделии. И буквально несколько кадриков мы посмотрим, как наша шапочка смотрится на манекене. Видите, великолепно смотрится узор. Макушечка прекрасно смотрится. И сразу скажу, вы можете макушечку вот таким образом носить, а можно носить немножечко вот так. То есть вот так будет смотреться. Тоже очень интересно, красиво. Вяжется на первый взгляд, может показаться, что достаточно сложно, но на самом деле вяжется шапочка быстро. Мы с вами прямо шаг за шагом каждый ряд провяжем. Мне так больше нравится, но вы можете носить, как вам понравится больше. Все провяжем, все рассмотрим. Обязательно посмотрим, как совместить два узора. И вот такая красота у нас обязательно с вами получится. Присоединяйтесь и приступим к работе. Начинаем выполнение нашей шапочки со 104 воздушных петель. И считаем 1, 2, 3, 4, 5 и так далее, пока у нас не будет с вами цепочка из 104 воздушных петель. Обращаю ваше внимание, что петли не должны быть затянутыми, но и в то же время не должны быть очень, ну скажем так, рыхлыми, вытянутыми. Цепочка из 104 воздушных петель. Выполняем. После того, как мы с вами выполнили цепочку из 104 воздушных петель, напоминаю, мы обязательно проверяем, чтобы она не была перекручена. И я ввожу крючок в первую воздушную петелечку, выполняю соединительную. Далее у нас с вами будет подготовительный ряд. Это столбики с одним накидом. Мы выполняем 3 воздушные петли подъема, которые у нас с вами заменяют один столбик с накидом. Далее накид на крючок, ввожу крючок в следующую воздушную петлю цепочки, столбик с накидом. И так я в каждую воздушную выполняю по одному столбику с накидом. Все очень просто, внимательно. Вот таким образом я выполняю ряд наших столбиков. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы с вами завершаем выполнение нашего ряда столбиков с накидом. Я ввожу крючок в третью воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. И смотрите, вы можете продолжать этим же номером крючка вязать. Я перейду на крючок номер 4. Я все-таки люблю, когда плетение косы, раны немного свободнее. Ну, то есть полотно немного свободнее, и оно тогда объемнее получается. Вы можете вязать буквально тем же крючком. На самом деле все зависит от того, какая у вас плотность и как вы любите видеть полотно. Что мы с вами делаем? Значит, мы с вами сейчас распределим наши петелечки для того, чтобы в дальнейшем вязать наш красивый узор. Точнее, два узора. Я ввожу крючок, выполняю столбик без накида вогнутый. И далее
2 воздушные рассоилась ниточка, видите. Давайте повторим, чтобы у нас с вами все было аккуратненько. Вытяну петлю, сделаем все аккуратно. Еще раз повторяю, вокруг петель подъема я выполняю вогнутый столбик без накида и 2 воздушные петли подъема. У нас этот прием заменяет вогнутый столбик с накидом. Далее, что я делаю? 2 накида на крючок, и теперь буду выполнять саму косу. То есть у нас коса располагается на 6 петелечках. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я пропускаю 1, 2, 3 вершинки. Над 4-й вершинкой я ввожу крючок и буду выполнять столбик с 2 накидами выпуклый. Первый. Далее над следующим столбиком второй. И над следующим третий. Выполнили. То есть мы сразу с вами начинаем плетение выполнять. Далее я выполняю 2 накида на крючок. И теперь возвращаюсь к своим 3 пропущенным столбикам. И выполняю первый. Опять же столбик выпуклый с 2 накидами. Беру поудобнее. Далее 2 накида второй. И 2 накида, третий столбик. Вот мы с вами выполнили переплетение в нашей косе. Коса на самом деле очень простая, вяжется просто, вы убедитесь сами в этом. Далее мы с вами выполняем 3 вогнутых столбика с накидом. 1, 2, 3. Далее очень внимательно. Смотрите, я выполняю накид на крючок, ввожу крючок в вершинку следующего столбика, выполняю столбик с накидом. Далее накид на крючок и ввожу крючок, и именно над этим же столбиком я выполняю выпуклый столбик с накидом. Далее накид на крючок, и я возвращаюсь к этой же вершинке, куда провязывала только что столбик с накидом, и сюда же провязываю еще один столбик с накидом. Вот так мы выполняем центральную часть нашего листика. Далее накид на крючок, и следующий столбик у нас будет вогнутый столбик с накидом. 1, следующий 2 и следующий 3. Выполнили. Наш с вами раппорт в ширину готов. Видите, да, 13 петель, 6 петель у нас с вами это наша коса, и узор с листиками находится на 7 петелечках, хотя листик занимает у нас всего лишь 1 петлю. Вы увидите в дальнейшем эти петли, вы можете увеличивать их количество, уменьшать, как я уже говорила в начале ролика, то есть регулировать самостоятельно. В нашем случае раппорт в ширину 13 петель. И теперь мы с вами продолжаем, и опять у нас с вами будет вот такое переплетение. То есть что мы делаем? 2 накида на крючок, пропускаем 1, 2, 3 вершинки, и над 4-й я ввожу крючок, выполняю столбик с 2 накидами выпуклый. Давайте повторим. Это у нас с вами второй. И
И третий столбик. Напоминаю, столбики с двумя накидами, выпуклые, или их еще называют лицевые. Далее 2 накида, и я возвращаюсь к нашим 3 пропущенным. Считаем. 1. Дальше 2. И 3. Наше переплетение готово. И так мы продолжаем. У нас с вами 104 петли. В раппорте в ширину у нас 13 петель. Значит, всего у нас получится 8 раппортов. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я завершаю выполнение нашего кругового ряда. Напоминаю, это первый ряд моего узора. Выполняю соединительную. Круговой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению второго ряда. Второй ряд я начинаю выполнение с вогнутого столбика без накида. В принципе, все наши последующие ряды будут так начинаться. Далее 2 воздушные. И теперь смотрите, над нашими столбиками, вот, которые выпуклые, с 2 накидами, я буду выполнять столбики с 1 накидом выпуклые. И считаем. 1. Здесь просто нужно считать, чтобы не потерять ни один столбик. Это у нас 2 и 3. Видите, спрятался. Выполнили. Далее над этими 3 тоже 3 выпуклых. Здесь все очень просто. Считаем. 1, 2 и 3. Наша коса. Далее мы выполняем над вогнутыми столбиками вогнутые, то есть их 3 штучки. 1, не спешим, аккуратненько. 2 и 3. И далее у нас с вами листик. Мы выполняем над нашим столбиком выпуклый столбик с накидом. А далее центр провязываем точно так же, как и ранее. То есть в вершинку я выполняю столбик с накидом. Далее над этим столбиком выполняю выпуклый столбик. Помните, да, мы с вами уже так выполняли. И накид на крючок. Я ввожу крючок в вершинку. И выполняю столбик с 1 накидом. То есть точно так же, как мы выполняли с вами вот в предыдущем ряду. Далее накид на крючок, выпуклый столбик над нашим следующим столбиком. И по узору у нас с вами 3 вогнутых столбика. Все очень просто. Главное внимательно. И у вас получится очень красивый узор, плетение и листик. Вот таким образом. Дальше у нас с вами опять идет плетение. То есть наша коса, да, мы выполняем 6 выпуклых столбиков. Я начну выполнение, и далее вы продолжите самостоятельно. 1, 2, 3. 1. Столбики с 1 накидом, выпуклые или лицевые еще их называют. 3. Продолжаем до конца ряда выполнять наш узор. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я завершаю выполнение второго ряда
моей шапочки, ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. Круговой мой ряд завершен. И я повторюсь, у нас с вами в выполнении самой шапочки, да, узора, участвует два узора. Это у нас коса, у нас с вами в косе будет один раппорт, и листики. Здесь будет другой раппорт. Когда я говорю, мы завершаем выполнение третьего ряда, это получается, я просто проговариваю ряды, которые я выполняю в самой шапке. Когда мы выполним с вами раппорт, высоту косы, я это обязательно проговорю. Когда выполним высоту, раппорт нашего листика, я обязательно все проговорю. И мы приступаем к выполнению третьего ряда нашей шапочки. Я имею в виду тоже, опять же, основного узора, да, то есть подготовительный ряд мы с вами не считаем. Вогнутый столбик без накида, 2 воздушные петли подъема, накид на крючок. Здесь все очень просто. Мы выполняем выпуклые столбики с накидом, 6 штучек. Считаем: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мы выполнили. Далее продолжаем нашу работу, и у нас по рисунку идут вогнутые столбики. Как всегда, они неизменны. 3 вогнутых столбика с одним накидом. Выполняем: 1, 2 и 3. Дальше у нас листик. Что мы с вами делаем? Мы выполняем первый выпуклый столбик, далее второй выпуклый столбик. Все столбики у нас с вами с накидом идут, и у нас вот вершинка нашего столбика центрального. Мы в нее вводим крючок, выполняем, то есть выполняем точно так же, как в предыдущих рядах. Столбик с накидом, вершинку, повторюсь. Далее накид на крючок, выполняем выпуклый столбик над этим же столбиком. Накид на крючок, и в эту же вершинку еще один столбик с накидом. И далее у нас с вами будут 2 выпуклых столбика с накидом. Вот видите, уже хорошо видно формирование нашего листика. Также коса уже хорошо просматривается. Далее по рисунку мы вяжем 3 вогнутых столбика. 1, 2, 3. Выполнили. И продолжаем, то есть выполняем опять же 6 выпуклых столбиков. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно и будете вязать до конца ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. 3, 4, 5, 6. Вот таким образом продолжайте, и завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы завершаем выполнение третьего ряда нашего узора. Я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную. И можем приступить к выполнению четвертого ряда. Четвертый ряд у нас очень похож на предыдущий. Столбик
без накида вогнутый, 2 петли подъема, и над нашими выпуклыми столбиками мы выполняем 6 выпуклых столбиков. Считаем: 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Выполнили. Далее у нас вогнутые столбики. Все столбики у нас с накидом, я напоминаю. И далее у нас идет с вами листик. Листик. Накид мы выполняем, считаем: 1, далее 2 и 3 выпуклых столбика с накидом или лицевых. Далее накид и делаем столбик с накидом, вершинку, то есть наше прибавление накид. Далее я захватываю этот же столбик, выпуклый делаю, накид и ввожу крючок в вершинку, и еще один столбик с накидом. Далее 3 выпуклых столбика. Считаем: 1, 2 и 3. Наш листик, коса, видите, да? Далее у нас по узору с вами идут 3 вогнутых столбика. 1, 2 и 3. И далее у нас коса, 6 выпуклых столбиков и так далее. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Я завершаю выполнение 4-го ряда моего узора, ввожу крючок в петелечку подъема и выполняю соединительную. И прежде чем приступить к выполнению следующего, это будет 5-й ряд, на что я хочу обратить ваше внимание. Смотрите, у нас наш узор состоит из 2 узоров, это коса и листик. И наша коса имеет раппорт высоту 4 ряда. 1, 2, 3, 4. То есть сейчас мы с вами начинаем повторение нашего раппорта в высоту. Начинается плетение и далее идут столбики. Да? Листик мы с вами продолжаем и вяжем. Сейчас посмотрим как. Что мы делаем? Я ввожу крючок и выполняю вогнутый столбик без накида. Далее 2 петли подъема и выполняю наше плетение. 2 накида, пропускаю 3 вершинки. То есть еще раз повторюсь, что мы выполняем 1-й ряд нашего раппорта в высоту. Раппорт в высоту нашей косы 4 ряда. Выполнили 3 столбика, далее 2 накида и над нашими, которые мы только что пропустили. Столбик с 2 накидами, 1, все выпуклые столбики, 2. Я подробно останавливаться не буду, мы уже выполняли такое переплетение, поэтому просто буду вязать и рассказывать. Выполнили, видите, да? И продолжаем. У нас с вами раз, 2 и 3.
3 вогнутых столбика. И далее все очень просто. Мы над каждым столбиком выполняем выпуклый столбик и считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Вот наш центральный, да? Далее 6, не потеряйте этот столбик. 7, 8, 9. Выполнили 9 выпуклых столбиков. То есть мы продолжаем выполнение нашего листика. Далее 3 вогнутых столбика и наше плетение. То есть тут ничего сложного. Все идет у нас по рисунку с вами. И плетение, как мы с вами только что выполняли. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы с вами завершили выполнение 5-го кругового ряда. И хочу показать, что у нас получается. Вот наша шапочка. Видите, да, листики уже в формировании хорошо видно. Наши косы. И аккуратненько и красиво смотрится наш узор. Вы можете этот узор использовать буквально, кстати, для любого изделия. Начиная, да, от кофточки, пуловера. Ну, то есть, да, можно даже начать, ну, только, конечно, расчеты другие сделать. Начать выполнение кокетки. Мы с вами вяжем, напоминаю, шапочку. И сейчас наши листики пойдут на сужение. Вот такая красота у нас получается. И напоминаю, что мы завершили выполнение 5-го ряда. Здесь я хочу немножко, 2 слова сказать, что я хочу перейти на вот этот центральный столбик. И именно за счет него осуществлять переход от одного ряда к другому. Я считаю, что это будет более аккуратнее. Смотрите, как я это делаю. Я просто по изнанке ввожу крючок вот таким образом. Выполняю столбик без накида. И 2 воздушные петли подъема. Далее работу разворачиваю, накид на крючок. И выполняю вогнутый столбик над петлями подъема. Столбик с накидом. И в дальнейшем буду так продолжать, пока уже не буду формировать донышко. Там мы с вами посмотрим, сориентируемся. Я продолжаю выполнение косы. Напоминаю, мы с вами начали выполнение 6-го ряда нашего узора. В косе это у нас уже идет 2-й раппорт. Видим, да? И тут у нас с вами просто выпуклые столбики. Считаем, чтобы просто не потерять ни один столбик. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Все столбики выпуклые или лицевые с накидом. Провязали. Далее у нас по рисунку идут вогнутые, мы их так и провязываем. И считаем. 1, 2, 3. И теперь наш листик. Мы будем сокращать наши столбики. И принцип у нас будет сохраняться до самого, ну скажем, до самой верхушечки наших листиков. Как мы делаем? Мы выполняем первый незавершенный столбик с накидом.
Далее второй незавершенный столбик с накидом и общая вершинка. Далее мы провязываем с вами 1, 2, 3, 4, 5. Напоминаю, все столбики, которые я вяжу, они лицевые или выпуклые столбики с накидом. Далее вновь, как и с этой стороны, мы выполняем первый столбик незавершенный с накидом, выпуклый, и второй, и общая вершинка. Вот сокращение нашего листика началось. И далее мы выполняем по рисунку наши 3 петли. Точнее 3 вогнутых столбика. Так будет правильнее. И далее у нас идет коса, мы выполняем 6 выпуклых столбиков, то есть точно так же, как и здесь. Итак, мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы завершили выполнение 6-го ряда нашего узора и приступаем к выполнению 7-го ряда. Все как обычно, мы выполняем вогнутый столбик без накида, 2 петли подъема, далее вогнутый столбик с накидом, далее мы выполняем, напоминаю, второй раппорт нашей косы. У нас с вами идут выпуклые столбики с накидом 6, выпуклые или лицевые. 3, 4, 5, 6. Далее 3 вогнутых столбика. 1, 2 и 3. И далее у нас с вами листик идет. Мы продолжаем сокращение. По такому же принципу захватываем, видите, незавершенный столбик с накидом и под следующий столбик незавершенный столбик с накидом. Общая вершинка. Далее у нас с вами будет 1, 2, 3 выпуклых столбика и опять общая вершинка будет у 2 столбиков. Первый незавершенный и второй, и общая вершинка. Вот наш листик уже, видите, да, формируется красивый, объемный. Далее у нас 3 вогнутых столбика. 1, 2, 3. И 1, 2, 3. То есть коса, да, 6 выпуклых или лицевых столбиков. Запуталась ниточка. И здесь все просто. То есть мы с вами как бы повторяем, да. Далее у нас вогнутые столбики. Ну, то есть все очень просто. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Я завершаю выполнение 7-го ряда. Вяжу крючок 3-ю воздушную петелечку и выполняю соединительную. А говорю сразу, я где-то показываю завершение ряда, где-то нет. Просто у нас всегда с вами одинаковое завершение ряда. И теперь приступаю к выполнению 8-го ряда нашего узора. Выполняю вогнутый столбик без накида.
2 петли подъема, вогнутый столбик, и в косе мы выполняем с вами выпуклые столбики. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выполнили. Далее мы выполняем 3 вогнутых. 1, 2 и 3. И далее мы с вами вяжем наш листик. Опять же тот же прием. Незавершенный столбик с накидом, еще один незавершенный столбик, и общая вершинка. Далее у нас с вами будет один выпуклый столбик с накидом и точно такой же прием. То есть столбики с общей вершинкой. Первый незавершенный и второй. Видите, да, как мы вводим крючок под общую вершинку. И общая вершинка. Наш листик с вами, видите, какой красивый. И далее по рисунку 3 вогнутых столбика. И опять же далее продолжаем выполнять косу, то есть мы выполняем наши выпуклые столбики. Все достаточно просто. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Напоминаю, мы с вами выполняем 8 ряд. Мы с вами завершили выполнение нашего 8 ряда и приступаем к выполнению 9. Все как обычно. Начинаем выполнение нашего ряда с вогнутого столбика без накида. 2 петелечки подъема. Далее вогнутый столбик у нас, да, с вами идет по узору. И далее у нас с вами идет коса. Обращаю ваше внимание, что второй раппорт высоту мы сделали. Приступаем к выполнению 3-го раппорта. То есть у нас будет переплетение с вами. Пропускаем 2 вершинки. 2 накида на крючок. Мы с вами это все уже делали. Я просто быстренько покажу. И то есть вот наши столбики провязываем с 2 накидами выпуклые. И теперь над пропущенными. Берем поудобнее и выполняем первый столбик с 2 накидами. Далее второй. И третий с этой стороны, да, то есть в начале мы как бы переплетение с вами 3 на 3 делаем вот таким образом. И продолжаем работу. У нас с вами по узору идет вогнутые столбики, которые мы и выполняем. 1, 2, 3. И далее у нас листик. Мы будем оформлять вершинку. Смотрите, будем провязывать 3 столбика с общей вершинкой. Первый незавершенный столбик с накидом выпуклый. Далее второй и третий. Видите? И теперь общая вершинка. Вот уже хорошо виден наш листик красивый, объемный, видите, да? Далее по узору у нас с вами идут вогнутые столбики, которые неизменно провязываются. 1,
2, 3. И далее опять идет переплетение в нашей косе. То есть все достаточно просто. Так мы с вами выполняем до конца нашего 9-го ряда. Мы завершили с вами выполнение 9-го ряда и приступаем к выполнению 10-го ряда нашего узора. Давайте посмотрим. Вот такая красота. Косичка, и видите, уже хорошо виден листик. Начинаем мы, как обычно, с вогнутого столбика без накида, наш 10-й ряд, 2 петли подъема и вогнутый столбик с накидом. Далее мы вяжем 6 выпуклых столбиков. Напоминаю, это у нас уже с вами 3-й раппорт в высоту идет нашей косы. Внимательно. Столбики все у нас с накидом. 3 выполнили, 4, 5 и 6. Связали. Далее у нас идут вогнутые столбики по рисунку, ничего не меняется. 3 вогнутых столбика или изнаночные. 1, 2, 3. Накид на крючок. И теперь смотрите, я буду выполнять 1 выпуклый столбик. Я захватываю все мои вершинки, которые вместе провязаны, и выполняю 1 выпуклый столбик с накидом. Далее 3 вогнутых. 1, 2 и 3. Выполнили. Далее у нас идет коса, мы выполняем наши выпуклые столбики, то есть все достаточно просто. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Мы завершили с вами выполнение 10-го ряда нашего узора и приступим к выполнению 11-го. Также все как и ранее, мы выполняем вогнутый столбик без накида, 2 воздушные петли подъема и вогнутый столбик с накидом. В нашей косе мы просто провязываем 6 выпуклых столбиков. Все по рисунку у нас с вами идет, здесь ничего сложного. 3, 4, давайте повторим, 4, 5 и 6. Выполнили. Вот видите, уже косичка наша какая большая. И далее по узору у нас с вами идут 3 вогнутых столбика с накидом. 1, 2, 3. Далее над выпуклым столбиком мы делаем выпуклый столбик с накидом. И по узорчику опять же вяжем 3 вогнутых столбика. Все достаточно просто. 1, 2 и 3. Выполнили. Далее у нас с вами идет коса. Опять мы выполняем 6 выпуклых столбиков. Так мы с вами вяжем до конца нашего 11-го ряда. Мы с вами завершили выполнение 11-го ряда нашего узора и приступаем к выполнению 12-го ряда. 12-й ряд — это последний ряд раппорта в высоту узора листики.
Начинаем выполнение нашего ряда, как всегда, с вогнутого столбика без накида. 2 петли подъема и далее вогнутый столбик с накидом. У нас по рисунку с вами. Далее у нас коса, в которой мы выполняем по узору. У нас идет 6 выпуклых столбиков с накидом. Все просто. Вот таким образом мы с вами провязываем наши выпуклые столбики. Далее по узору у нас с вами опять же идут вогнутые столбики, мы их провязываем. 3. Напоминаю, что все столбики у нас с вами с накидом. И далее у нас будет, смотрите, еще один выпуклый столбик над выпуклым. И опять вогнутые. Все здесь просто, ряд очень простой. Вот таким образом. Внимательно. 3 вогнутые или изнаночные столбики. Дальше у нас коса, идут выпуклые столбики. Все достаточно просто. Видите, хорошо уже вырисовывается наш листик. Очень красиво смотрятся косы. Так мы с вами вяжем до конца нашего 12 ряда. Мы с вами завершили выполнение нашего 12 ряда и завершили выполнение раппорта в высоту узора листик. На что я хочу обратить ваше внимание. Дальше у нас с вами будут повторения идти. Я начну выполнять следующий раппорт именно листика. И хочу обратить ваше внимание, смотрите, я повторюсь. Раппорт в высоту нашего листика 12 рядов. И раппорт в высоту нашей косы 4 ряда. Получается, один раппорт соответствует 3 раппортам нашей косички. Можете это учитывать при своих расчетах. Это достаточно просто и удобно. И теперь я повторюсь. Мы с вами выполнили наш красивый раппорт в высоту. Видите, очень красиво получается и несложно. И я приступаю к выполнению нашего раппорта в высоту второго, я имею в виду нашего листика и вообще нашего узора. Именно косы у нас с вами будет уже 4-й раппорт в высоту. Смотрите, все очень просто, то есть мы начинаем выполнение с нашего самого первого ряда, имеется в виду узора. Я ввожу крючок, выполняю столбик без накида, далее 2 петли подъема, вогнутый столбик с накидом. Далее у нас идут переплетения. Помните, да, у нас раппорт начинается с вами с переплетений. Первый выпуклый столбик с 2 накидами, второй и третий. Далее 2 накида, и я возвращаюсь к нашим пропущенным столбикам. Не спешите, берите поудобнее и выполняем первый столбик с 2 накидами. Далее второй и третий. Наше переплетение готово. Далее у нас по узорчику с вами идут вогнутые столбики. Мы их точно так же провязываем, ничего не меняем.
И обратили внимание, да, на протяжении всего узора наши эти столбики остаются неизменными. И далее у нас начинается наш листик. Что мы делаем? Столбик с накидом, вершинку, да, потом выпуклый, и в эту же вершинку еще один столбик с накидом. Вот видите наше начало. И далее вогнутые столбики и коса. Все достаточно просто. Я начала выполнение уже следующего раппорта в высоту. Вы будете выполнять полотно на необходимую вам высоту. Завершите этот ряд и уже будете выполнять полотно самостоятельно. Одежда 320, дубль 20. Я выполнила ровное полотно на необходимую мне высоту. Видите, очень красивое полотно. Узор очень красиво, интересно смотрится. Я промеряю, то есть я выполнила, у меня получилось 15 сантиметров, вот видите. И мне этого достаточно. Далее я приступаю к выполнению верхней части, ну, то есть макушечки моей шапки. Мы приступаем к выполнению нашей макушечки, выполняем первый ряд. И смотрите, на что я хочу сразу обратить ваше внимание. Наши косы, узор косы будет оставаться без изменений, а сокращение мы будем выполнять за счет нашего узора листики. Я выполнила высоту ровно 2 раппорта. У вас может быть абсолютно другая картина, но сейчас мы будем сокращать вот эти столбики, вот эти петелечки. Я начну выполнение с моего вот этого столбика, то есть я перехожу, смотрите, что я делаю. Я выполняю столбик без накида, вогнутый, и 2 воздушные петелечки подъема. Далее у меня по узору идет плетение. Я выполняю 2 накида на крючок, пропускаю 3 столбика. То есть, ну, все точно так же, как мы с вами выполняли ранее. Здесь у нас ничего не меняется. Давайте перевяжем. 2 накида и выполняем столбики с 2 накидами выпуклые. Ничего здесь сложного, то есть мы повторяем все то же самое. Я выполню быстренько. Мы уже с вами много провязали, поэтому здесь ничего у нас нового нету. И столбики с 2 накидами выпуклые над пропущенными. Раз, 2 и 3. Выполнили. Далее смотрите, я выполняю накид на крючок, вогнутый столбик с накида. А далее я буду выполнять над этими 2 столбиками 2 столбика с общей вершинкой. Первый незавершенный столбик с накидом вогнутый и второй. И общая вершинка. Вот таким образом. Далее выпуклый столбик. Мы как бы продолжаем наш рисунок. И выпуклый, ой, прошу прощения, вогнутый незавершенный, еще один вогнутый и общая вершинка. И далее вогнутый столбик, и мы по узору вяжем опять же косу плетения. Смотрите, я далее не буду выполнять следующий раппорт высоту моих листиков, а просто выполню выпуклые столбики до момента полного сокращения именно вот этого расстояния. Повторюсь, косы у нас с вами останутся без изменений. Я завершаю выполнение первого ряда донышка. И смотрите,
я выполняю 2 столбика с общей вершинкой, то есть точно так же, как мы выполняли с вами ранее. Столбики у меня вогнутые. Ввожу крючок в мою вторую воздушную петелечку подъема, выполняю соединительную, мой круговой ряд завершен. Это первый ряд донышка. И второй ряд донышка я выполняю просто по рисунку без убавлений. Я выполняю вогнутый столбик без накида, 2 воздушные петелечки подъема. Далее по рисунку у нас с вами идут 6 выпуклых столбиков с накидом. Помним, да? То есть все точно так же, как мы выполняли ранее. Вот выполняли с вами косу. И напоминаю, мы выполняем второй ряд, ну, скажем так, не донышка, а нашей макушечки, да? Так, это у нас 3-й столбик. Далее 4-й, 5-й и 6-й. То есть все как выполняли ранее. Далее мы над вогнутыми столбиками выполняем вогнутые. У нас будет 2 вогнутых. 1 и 2. А над выпуклым столбиком выполняем выпуклый столбик. И далее опять 2 вогнутых по рисунку. И далее у нас идет коса. Мы опять же выполняем выпуклые столбики. Все достаточно просто. Напоминаю, мы выполняем второй ряд нашей макушечки. И вместе с вами я завершу выполнение этого ряда. Я завершаю выполнение второго ряда макушечки. Выполнила вогнутый столбик. Далее ввожу крючок во вторую петелечку подъема и выполняю соединительную. И могу приступить к выполнению третьего ряда. У меня в этом ряду тоже будут сокращения. Я начинаю выполнение, смотрите, выполняю вогнутый столбик, далее 2 петли подъема и далее косу вяжу, как у меня идет по узору, то есть 6 выпуклых столбиков. 2, 3, 4, 5 и 6. Выполнили. Далее, опять же, я выполняю 2 незавершенных столбика с общей вершинкой. Первый вогнутый и второй, и общая вершинка. Далее у меня идет выпуклый столбик и вновь 2 вогнутых. 1 и 2 и общая вершинка. И далее коса, у меня опять же идут выпуклые столбики. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. То есть видите, да, мы начали выполнение третьего ряда, и у нас с вами сокращения идут через ряд. В первом ряду, в третьем. И дальше посмотрим. Я завершу выполнение ряда вместе с вами и продолжим вязание. Я завершаю выполнение третьего ряда макушечки, накид, выполняю незавершенный вогнутый столбик. И далее ввожу крючок во вторую петелечку подъема и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. Это у меня был третий ряд, и я могу приступить к выполнению четвертого ряда. Четвертый ряд у нас начинается точно так же с вогнутого столбика без накида. Далее 2 воздушные петелечки подъема. Косу мы с вами выполняем как обычно, ну то есть по рисунку. У нас с вами идет еще один ряд выпуклых столбиков.
Их всего 6 столбиков с накидом, напоминаю. Видите, да? И у нас ряд идет без убавлений, то есть мы выполняем вогнутый столбик. Давайте я повторю, видите, ниточка расслоилась, чтобы было красиво и аккуратненько. Вогнутый столбик и выпуклый над выпуклым, и далее над общей вершинкой вогнутый. То есть здесь все идет по узору. Далее у меня опять идет коса, то есть 6 выпуклых столбиков и так далее. Мы с вами все выполняем до конца нашего ряда. И напоминаю, мы выполняем 4-й ряд нашей макушечки. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я завершаю выполнение 4-го ряда моей макушечки. После выпуклого столбика я ввожу крючок и выполняю соединительную петелечку. Мой круговой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению 5-го ряда. 5-й ряд у меня опять же будет с сокращениями. Как мы его выполняем? Мы с вами вводим крючок, выполняем вогнутый столбик без накида, далее 2 петли подъема, 2 накида на крючок, и у нас с вами в косе по узору идут переплетения, то есть пропускаем 3 столбика. Здесь ничего нового, опять же все как мы с вами уже вязали. Я провяжу вместе с вами наше переплетение. И возвращаемся к нашим столбикам, которые мы пропустили. Первый, второй, третий. Наше переплетение готово. Напоминаю, коса у нас с вами остается без изменений. И смотрите, здесь мы с вами будем провязывать 3 столбика с общей вершинкой. Как мы это делаем? Вогнутый незавершенный столбик, далее выпуклый незавершенный. Давайте повторим. Расслаивается ниточка. Выпуклый незавершенный, далее вогнутый незавершенный, и все вместе, теперь все петелечки на крючке, все 4. Мы с вами все 3 столбика провязали с общей вершинкой, и далее у нас с вами идет переплетение. Опять же 3 столбика пропускаем и выполняем наше переплетение. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. Так мы вяжем с вами до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я завершаю выполнение 5-го ряда макушечки. Смотрите, вогнутый столбик с накидом незавершенный, далее выпуклый, далее ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема, и теперь провязываю все петелечки на крючке вот таким образом. Далее очень внимательно я выполняю вогнутый столбик без накида и 2 петли подъема. Далее я провязываю косу по узору, то есть у меня 6 выпуклых столбиков. Здесь ничего сложного, то есть мы узор коса на протяжении всей нашей шапочки вяжем без изменений, вот как он есть, да?
3 столбика, дальше 4, 5 и 6. Я выполнила 6 столбиков. И далее над моими 3 провязанными вместе, то есть над вершинкой, я выполняю вогнутый столбик с 1 накидом. И так в дальнейшем я выполнять буду везде. Далее опять же коса у меня идет. Я выполняю 6 выпуклых столбиков. И так я вяжу до конца моего ряда. И прежде чем продолжить работу, хочу показать, что у нас с вами получается. Видите, вот хорошо уже прорисовывается наша макушечка шапочки. И так очень красивый, объемный, интересный узор получается. Мы завершаем выполнение 6-го ряда нашей макушечки. И смотрите, я ввожу крючок после того, как выполнила столбики косы во вторую петелечку подъема и выполняю соединительную. И следующий 7-й ряд у нас с вами будет без изменений, то есть точно такой же, как предыдущий. Мы выполняем вогнутый столбик без накида, 2 петли подъема, по узору вяжем нашу косу, это столбики выпуклые, вот таким образом. Очень просто, да, 6 столбиков у нас с вами получается. Выполнили. И далее вогнутый. И далее опять коса. То есть все продолжаем как предыдущий ряд, без изменений. Мы с вами завершаем выполнение 7-го ряда нашей макушечки и приступаем к выполнению 8-го. Я ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. В 8-м ряду мы с вами будем выполнять сокращение. Сократим вот этот столбик между нашими косичками. Как мы это делаем? Выполняем наш вогнутый столбик, то есть начинаем все точно так же, как и ранее. 2 петли подъема. Далее выполняем столбики косы. Смотрите, 1, очень внимательно, 2, 3, 4 и 5. И теперь 6-й столбик будем провязывать вместе с нашим вогнутым. Смотрите, вот таким образом я выполняю незавершенный столбик и вогнутый столбик незавершенный. И общая вершинка. И все. Мы выполнили наше сокращение. Так мы будем выполнять с вами до конца нашего ряда. У нас с вами начинается следующая коса. Мы выполняем опять же 5, и 6-й у нас будет с общей вершинкой. Так мы вяжем до конца нашего 8-го ряда нашей макушечки. Я завершаю выполнение 8-го ряда, и в моей косе я выполняю незавершенный столбик. Ввожу крючок и выполняю соединительную. И теперь приступаем к выполнению следующего. Это у нас 9-й ряд будет. И по узору в косе идут переплетения. Мы с соединительными аккуратно проходим к началу выполнения нашего ряда. И вот смотрите, видите, 3 соединительных. И над 4-м я тоже делаю соединительный. И дальше над этим же столбиком я делаю столбик без накида. Далее 1, 2, 3 петли подъема.
2 накида на крючок, и над следующим столбиком столбик с 2 накидами выпуклый. И над следующим столбиком, смотрите, здесь у меня общая вершинка у столбиков, но я захватываюсь только за один столбик, который выпуклый. Выполнили и возвращаемся к нашим пропущенным столбикам. Ну, то есть наше переплетение, все как мы выполняли раньше. Первый, второй, и третий. Столбик с 2 накидами. Вот наше начало. Видите, да? Далее мы опять же выполняем переплетение. Пропускаем 1, 2, 3 и выполняем. 1, 2. И смотрите, третий столбик, я повторюсь, видите, да? Вот мы выполняем только над выпуклым. И далее возвращаемся к пропущенным. И так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я завершаю выполнение 9 ряда моей макушечки. У нас с вами были плетения. И здесь, помните, да, мы начинали с воздушных петелечек подъема. Вот смотрите, вершинка, да, и вот сразу первая петля подъема, которая идет, я ввожу в нее крючок, выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. И далее у меня по узору идут просто выпуклые столбики с накидом. Так я и делаю. Я начинаю выполнение вот таким образом. Смотрите, я выполняю столбик без накида выпуклый. Далее 2 петли подъема, накид на крючок, и над каждым столбиком я выполняю выпуклые столбики. В косе у меня всего 6 столбиков. Один у меня заменен петелечкой подъема, это второй и третий. Здесь главное не потерять столбики. Все очень просто. И еще 3. 1, 2 и 3. И над следующей косой вы выполняете то же самое. Опять 3 столбика. Я начну выполнение. Вы так продолжите выполнять до конца нашего ряда. 1, 2, 3 и так далее. И напомню, мы с вами выполняем 10 ряд нашей макушечки. Я завершаю выполнение 10 ряда, ввожу крючок во вторую петелечку подъема, выполняю соединительную. И могу приступить к выполнению 11 ряда нашей макушки. У нас этот ряд будет с сокращениями. Как мы выполняем? Я ввожу крючок, выполняю выпуклый столбик без накида. Далее очень внимательно 1 воздушная петля подъема, накид на крючок и выполняю выпуклый столбик с накидом. Далее 2 выпуклых столбика. 1, 2 и 2 столбика выпуклых с общей вершинкой. Первый незавершенный, второй и общая вершинка. Далее точно так же в следующей косе первый незавершенный, второй и общая вершинка. 2 ровно. 1, 2 и далее общая вершинка. 1,
2. И так мы с вами продолжаем до конца нашего ряда. Я завершаю выполнение 11 ряда нашей макушечки. И смотрите, очень внимательно пропускаю петли подъема, ввожу крючок в вершинку столбика и выполняю соединительную. Следующий ряд у меня просто будут выпуклые столбики с одним накидом. Как я это делаю? У меня вот столбик, один, видите, петли подъема я пропускаю, выполняю выпуклый столбик, 2 петли подъема, и в каждой косе у нас будет по 4 столбика. Первый столбик заменен петлями подъема, далее считаем второй столбик, третий и четвертый. Я захватываю один из двух, видите, вот 2 столбика с общей вершинкой, и вот я захватываю один. Далее накид. Здесь я пропускаю, видите, общая вершинка, этот столбик пропускаю и за следующий вот таким образом захватываю и выпуклый столбик. Оно тогда у нас с вами будет аккуратненько и хорошо смотреться. Дальше над следующей косой, видите, уже 2 столбика я сделала. Давайте разверну работу. 2 столбика, далее 3 и четвертый, опять же, только за один столбик захватываемся. Так мы в каждой косе делаем по 4 столбика. Я завершаю выполнение 12 ряда макушечки, и смотрите, это последний ряд. Я выполнила 4 выпуклых столбика, и теперь ввожу крючок во вторую воздушную петелечку подъема и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. И теперь, смотрите, я выворачиваю на изнаночную сторону и буду или крючком, или иголкой просто соединять вершинки столбиков. Выворачиваем на изнаночную сторону, и я покажу, как я это делаю. Я вывернула шапочку на изнаночную сторону. Давайте посмотрим нашу изнаночную сторону, видите. Так она смотрится. И здесь все очень просто. Я складываю пополам и ввожу крючок в одну вершинку с одной стороны и во вторую вершинку с другой стороны. Сразу повторюсь, я уже это говорила, вы можете это сделать иглой, я это просто делаю крючком. Первый столбик, не очень удобно. Все, вот таким образом я буду соединять, выполняя соединительные столбики. Не затягивайте, просто аккуратненько, одна вершинка и вторая. И соединительный столбик, одна вершинка, с противоположной стороны вторая. Видите, да? Ну, то есть вот таким образом мы с вами соединяем. Если вам удобнее, можете это делать иглой. Просто очень внимательно и аккуратненько. Итак, я выполняю до конца, ниточку обрезаю и прячу. И мы смотрим, что у нас с вами получилось. Я выполнила шов, видите, аккуратненько с изнаночной стороны крючком. Вы можете иглой, еще раз повторюсь, вот такое красивое, великолепное донышко у нас с вами получилось. И нам остается выполнить обвязочку рачьим шагом. Я беру буквально любую часть шапочки, нижнюю, ввожу крючок и начинаю выполнять рачий шаг. Это столбики без накида в обратном направлении, воздушно. И теперь в каждую петелечку ввожу крючок и выполняю вот таким образом. Столбики без накида в обратном направлении. Очень просто. Так я выполняю по контуру. Завершаю выполнение ряда. Видите, ниточка расслоилась. Давайте повторим. Аккуратненько. Нить убираем в конце ряда. И наша шапочка готова. Вот таким образом
Мы выполняем обвязочку нижней части. Вы выполните самостоятельно, уже выполните соединительную и завершите выполнение ряда. Мы с вами выполнили нашу шапочку, и нам остается промерить. — 22 сантиметра, видите, и ширина в свободном состоянии у нас 24 сантиметра. Но у нас шапочка эластичная и хорошо растягивается до 27-28 сантиметров. Вот такая красота у нас с вами получилась. И хочу еще два слова сказать. Смотрите, вы можете вот таким образом носить, можете носить вот таким образом. То есть макушечка будет вот так выглядеть. Красиво, просто. Полотно получается объемное, теплое и эластичное. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать, на первый взгляд, сложную, но в то же время вяжется очень просто и красивую шапочку. Вот такое донышко у нас с вами получилось, точнее макушечка. И я повторюсь, я уже говорила, можно носить вот таким образом, можно носить, ну то есть вы немножечко вот так. И то есть более острая она получается, великолепно сидит. Полотно эластичное, объемное, очень красивое. С любой полушерсти будет смотреться просто великолепно. Спасибо, что смотрите меня. Творческих вам успехов. До новых встреч. И обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось. Может, вы использовали этот узор для создания какого-то другого изделия. Давайте посмотрим. Видите, ни переходов не видно. Узор смотрится очень красиво и аккуратненько.